Приветствую вас, мои ласточки. С вами снова проект «Ладно и я». Ссылка вот на мой сайт. Подарочек для вас бесплатный. Там, в описании этого видео. Красная кнопочка, если горит, жмем. Подписываемся на канал. А мы сегодня будем говорить об очень важном моменте для женщин. Очень часто, когда начинаются отношения, или когда они уже были, но что-то там пошло, какой-то скрип, недопонимание, начинает искрить, и мужчины начинают критиковать. Или семейная жизнь началась, там пока устанавливались правила, было не до этого, а потом наступает какой-то момент, и мужчина начинает козырять перед всеми, что он критикует свою женщину. Начинает отпускать колкости в ее адрес, начинает колоть в самое-самое, что для вас является таким вроде безобидным снаружи, но на самом деле вас больно ранит. И получается, что от этих колкостей вам любой поход в люди со своим мужчиной превращается для вас просто в кошмар кошмарный. Потому что выдержать это невозможно. И когда вы ему говорите, перестань, мне неприятно, он перед всеми начинает вам говорить, да чего ты, Господи Боже мой, ты ж это делаешь, чё ты? Я ж правду говорю людям. И вот эта правда очень сильно обижает женщин. И самое неприятное, что большинство женщин терпят, потом они взрываются, уже терпеть сил нет, и они начинают мужчине что-нибудь там, кричать в эмоциях, упрекать его, обижаться, хлопать дверью. Кем вас обзывают в этой ситуации? Вам говорят, что вы истеричка, вести себя на людях не умеете, и вообще вас можно спокойно не брать с собой к друзьям. Вы не умеете себя вести. И все. Замечательный повод для женатого мужика свалить из дому, вот так вот пару раз выставить вас на людях дурочкой, а потом гуляй себе сам, а ты сиди дома, обижайся. Так вот, чтобы этого не было, даю вам волшебный ключик. Делается это очень просто. Не надо скандалить, не надо возмущаться, не надо доводить до того момента, когда у вас все срывает крышу, и вы уже не в состоянии справиться со своими эмоциями. Помните очень важный момент. Когда вы находитесь в отношениях с мужчиной, раньше скажу, у каждого из нас есть уязвимые моменты. Нет людей неуязвимых. А теперь тот момент, с которого я начинала. Когда вы находитесь в отношениях с мужчиной, вы всегда видите мелочи, которые могут быть неприятны, если о них сообщить публично. Ваш мужчина, собственно говоря, когда ему не хватает веса, или когда он хочет покуражиться, или он хочет вам отомстить, причин у этого много, я не буду сейчас на этом распространяться, но он знает вот эти мелочи и за них тащит. То, что он тащит обычно на люди, если так посмотреть даже с увеличительным стеклом многократным, не является существенной проблемой для того, чтобы вы из-за этого огорчались. Но вас это задевает. Почему он тащит эту всю мелочевку? Так вот, даю вам противоядие от его привычки. Не надо спорить, не надо скандалить, не надо обижаться и молчать. В тот момент, когда он один раз, или вы знаете, что он сейчас уже набирает воздуха в полную грудь, чтобы какую-нибудь гадость в ваш адрес выложить, наклонитесь и тихонечко, главное, чтобы все видели, что вы ему с улыбкой это говорите. А он не будет видеть вашего лица, он будет слышать только то, что вы ему говорите. И на ушко ему скажите, дорогой, я о тебе знаю не меньше грязных моментов. Если я сейчас скажу хотя бы об одном из них, как ты думаешь, твои друзья сколько лет над тобой ржать будут? Но я же молчу, поэтому молчи и ты. Какой бы ни был ваш мужчина, долбанутый на всю голову, человек, который вас ненавидит до последнего момента и хочет унизить, самоутвердиться за ваш счет, человек, у которого самооценка валяется где-то под плинтусом и ему не за что больше приподняться в глазах своих друзей, он заткнется и будет молчать. Потому что он точно знает, и у него тоже есть грязное бельишко. И кто-кто, а вы, если вам наступить на любимый мозоль, это вы раньше молчали, потому что не предупреждали. А если вы тихонько на ушко предупредили, это значит, вы приготовили не просто грязное бельишко, вы уже мешок приготовили. Чего-нибудь такого вонючего, что сейчас над ним все будут ржать. И если, не дай бог, у вашего мужика совсем крыша уехала, и он забыл ее вернуть на место, он не испугался, вы пошутите. Не бойтесь, ничего не будет.
После того, как его попинают, не надо про болезненное. Такое что-нибудь легенькое скажите. А ему подмигните и скажите, что я-то знаю больше, ты же знаешь. Поверьте мне, это будет такой контрольный в голову. И уже ни один мужчина никогда публично вас критиковать не захочет. Какой бы у него острый не был язык, а как бы он не любил чесать его о ваше самолюбие, поверьте мне, станет просто ангелочком. Применяйте, пишите мне в комментариях, можете со мной спорить, можете рассказать свои истории. Я думаю, наверняка кто-то из вас интуитивно пробовал это делать, но не отдавал себе отчета. Теперь вы знаете логику. Теперь вы понимаете, почему это происходит. Я очень жду ваших комментариев. Ну и лайки любит YouTube. А мы с вами встретимся в следующем видео и поговорим тоже о нашем с вами женском счастье. Пока-пока. С вами была Алла Касаткина.